Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать на мою кухню! Сегодня я решила приготовить хинкали. Я часто его готовлю и хочу поделиться моим рецептом. Тесто готовится очень легко. Обычно говорят, что его надо долго-долго месить, но я вам научу, как надо быстро с помощью холодильника легко приготовить тесто и все остальное. Для хинкали нам нужно для теста мука, соль, вода. Больше ничего не надо. И я буду месить в моем миксере, потому что, чтобы долго не делать, быстро у меня замесить тесто. Для фарша мне нужно мясо. Я сама проворачиваю фарш, лук. Я делаю много, потому что я люблю, когда в мешочках хинкали много бульона. И с помощью лука и мяса оно выдает сок. Кинза, черный перец, красный перец, соль. Все, больше я ничего не использую. Начнем делать тесто. У меня здесь больше килограмма и муки. И я по своему усмотрению, вообще-то килограмм я использую, но здесь немножко больше. Это ничего. Я все это засыпаю в мой миксер. Засыпаю солью. В тесто должно быть соль. Немножко добавлю муки. Доливаю воду. Не все. Оставлю немножко и посмотрю, как будет. И включу. Сейчас покажу, какое тесто у меня получилось. Как песочное тесто на печенье. Вот смотрите, какое у меня. Фактически это еще не тесто, но оно влажное. Я его сейчас, как вот в каком состоянии оно есть, вот в таком же состоянии, вот видите, если его слепить, вот так вот, оно вместе соединится. Я вот это все сейчас отправлю в холодильник на минут 20. Вот я все тесто переложила в целлофановый пакет. И вот в таком состоянии холодильник. Вот. Оно там выделит влажность. И минут 20 хватит. Пока будет тесто в холодильнике, я займусь фаршем. Я положу сейчас в морозилку. Для фарша у меня такая вырезка большая, красивая. Я его сейчас нарежу, чтобы провернуть в мясорубке. Всегда я сама делаю фарш. Лучше минут 15 отложить для того, чтобы самому все сделать. Лук тоже буду проворачивать вместе с мясом. Тут у меня чеснок. Все это я проверну в мясорубке. Будет выдавать много сока. Нарежу кинзу, оставлю совсем немножко, чтобы свежий посыпать. Остальное я проверну в мясорубке. Сейчас начну проворачивать мясо. Поочередно лук. Чеснок. Я провернула фарш, зелень, лук и чеснок. Мелко нарежу саму кинзу и добавлю опять так же фарш. Я зелень добавила в фарш нарезанный. Сейчас перец, красный перец, черный перец и соль. Хорошо, я сейчас смешаю.
Надо пробовать иногда. Мясо сырое, но ничего, на палец можно. Чтобы соли меньше не было, больше не было. Надо всегда пробовать. Вот у меня сейчас фарш густой. И обязательно в фарш добавляется вода. Оно все впитает мясо. Видите? Вот достаточно уже я тут смешала все. Это я сейчас уложу, так вот закрою крышкой и в холодильник. На то время, пока я буду заниматься тестом. Вот я тесто достала из холодильника, с целлофана. И немножко, минут 5, видите, какое оно. Оно соединилось, стало упругим, но его надо еще помять. Тесто тугое и немножко трудно, но зато по 2 часа не надо его месить. Тесто я поделила на 2 части, видите, какое оно упругое. Я покажу 2 вида, как надо заворачивать хинкали. Первый способ — сделаем колбаску. Вот я сделала колбаску. Если вы обратили внимание, ни грамма муки мне не понадобилось, чтобы вымесить вот это тесто после холодильника. Абсолютно чистый стол. Вот эту колбаску я сейчас буду разрезать на равные части, чтобы легко потом заворачивать. Это один способ, которым я буду делать мешочки для хинкали. Это я каждый вот так вот расплющу, чтобы легко было и скалкой провернуть. Каждый шарик я сейчас буду расплющивать. Совсем немножко муки я тут подсыпаю, чтобы не прилипло ни к столу, ни к скалке. Вот так вот буду расплющивать. Вот он где-то 2 миллиметра теста. И тугой очень. Как раз такой нам нужно, чтобы бульон не вытекался. Тесто на хинкали должно быть плотное и немножко такое жесткое. За это время я уже поставила воду кипятиться. Вот я закончила первый способ. Сделала несколько лепешек уже, как я вырезала эти из колбаски. Я вот так переверну, чтобы он хорошенько принялся. А сейчас второй способ я вам покажу. Тоже очень легкий. Вот такой вот толстый слой. Немножко, абсолютно немножко расплющим. Где-то вот до 1 сантиметра. Совсем небольшой кусок. Видите, он очень хорошо принялся. И вот ни муки, ничего не надо. И вот такая вот у меня вырубка. Вот как вот на пончике. Вот такие кружочки. Сколько получится. Если у вас нету такой вот вырубки, можно любым стаканом, любой рюмочкой, чем хотите, чем вам удобно. Это не столь важно. Сейчас я это отложу, пусть настаивается. Я вынесу, сейчас достану мясо, фарш свой, и начнем заворачивать хинкали. Вот я достала этот свой фарш, видите, какой он хорошо, ни одной капли воды нету, все впиталось. Это очень... Он даже стоит ложка. У меня уже вода закипела. Начну заворачивать. Нам нужно вот такое неглубокое блюдце. Берем, видите, ни муки, ничего нету. Беру я свой пласт и кладу побольше.
один на другого, один на другого, вот так, вот так. Блюдце надо для того, чтобы он хорошо лег. Вот так вот закругляем и защипили. Вот. Получается вот такая красота. Следующий опять вот так защипываем один на другого, вот так вот нахлест. Один, второй, третий и дальше, и дальше, и дальше. Вот, смотрите. Вот так, вот так. И последний просто вот так вот закручиваем. Вот так. И хорошенько прищепываем. Оно в воде вырастет. Хорошенько приплюснуете, чтобы не вытекало ни бульон, ни мясо, ничего. Тесто настолько тугое, что оно не порвется. Вот я сделала одну часть, потому что все не буду бросать в кастрюлю. Кастрюля уже закипела вода, и я туда насыплю соль. Больше ничего не надо. Соль по вкусу, конечно, только не пересолите. И вот мои готовые хинкали. Я буду по одному засыпать. Вот берем за хвостики и вот так вот по одному будем бросать в воду, чтобы они не слиплись. Вот так вот надо хорошенько намочить каждый хинкали. Вот я засыпала все. Сейчас вот такой круглой лопаточкой, чтобы не порвать ни один. Осторожно вот так помешайте, чтобы они не прилипли ни друг к другу, ни к кастрюльке. Все. Как только они всплывут, минут 5 и все, хватит. Наши хинкали будут готовы. Я, пока это будет вариться, буду вторую партию варить. И уже можно по одному доставать. Они выросли в объеме. Вот уже готовые хинкали, уже вареные. Можно посыпать черным перцем. Я легко посыплю, потом кто сколько хочет добавить. А вот это не вареный я отправлю в кастрюлю. Только что достала из кастрюли. Я хочу показать, что там внутри. Вообще его берут вот так вот за шляпку. Сейчас я порежу и покажу, сколько там бульона. Вот смотрите. И бульон. Бульон надо выпить и остальное потом докусывать. Приятного аппетита! Если вы приготовите такой же хинкали, высылайте мне фотографии, добавляйтесь в Facebook, и я буду выкладывать ваши фото, видео, то, что вы приготовили по моему рецепту. Буду рада вас видеть. До свидания. Пока-пока. До новых встреч.